Здравствуйте, дорогие друзья! Как я думаю, вы уже успели догадаться, у нас сегодня праздник. У нас сегодня такое, знаете, все бомбическое, праздничное, красивое. Где-то премьера, где-то прям так в подарочном варианте. Так что, парни, сегодня гуляем. Пока вы пойдете на крупный план, поподробнее посмотрите то, чем сегодня мы будем бриться. Ну а я приступаю. Догоняйте. Парни, у нас на канале появилось новое имя. Это Bali. Китайская компания, которая на сегодняшний день является одним из лидеров производства предметов для бритья в Китае. Сегодня она будет представлена вот таким станочком, пришедшим в коробочке. Ну, сама коробка как произведение искусства достаточно хороша, никакой лишней информации на себе не несет, все лаконично просто, а открывая мы увидим с вами паспорт. С правой стороны на китайском, с левым на английском будет расписано, какой это замечательный станок, какой инновационный и какая компания Bali в принципе замечательная. Потому что, вот, например, с их слов, вот эта крутилка у них запатентована, ну, если я правильно перевел, и это является их оригинальной идеей. Ну, я улыбнулся. Если они так думают, ладно, хорошо. Но помимо всего прочего, они здесь еще указывают, что и гребенка на станке, вот здесь вот поребрик, который наши шерстинки будет расправлять, тоже какая-то уникальная. Но это мы сейчас с вами посмотрим. Нормальный, хороший паспорт. Комплект, парни, приходит вот в таком состоянии. Станок, лезвие, подставочка. Подставка, ну, я далек от мысли, что она из нержавейки. Скорее всего, это какая-то проволока. Но хром, я уже крутил, вертел, ребят, достаточно качественный. Я тут придраться не смог. Вот здесь, вот в этом месте нашел нестыковку, но это по шву. И, пожалуй, что и все. Лезвие мы с вами отдельно рассмотрим, когда будем заряжать. А сейчас переходим к станку. Станок приходит вот с такой наклеечкой. Это защитная пленка. Для пуркуа она здесь нужна, я не совсем понимаю. Но тем не менее, ребята, она есть. А, я понимаю теперь для чего. Смотрите, как только отодрал, он аж заблестел весь, засверкал. Ну ладно, хорошо, если в этом смысле, тогда принимается. Здесь до конца не закручено, хотя здесь створки сложены. Как это будет работать впоследствии, посмотрим. Как вы уже догадались, наверняка это бабочка. Бабочка, вот здесь вот с правой стороны у нас есть такая крутилка, ходит достаточно неплохо. Насечка на ручке длиной 90 миллиметров. Ну, не будет резать руку. Она такая, знаете, мягкая. Вот в этом месте прям чувствую, что держаться должно нормально, хорошо. После того, как мы раскручиваем, у нас расходятся лепестки и открывается внутреннее содержимое станка. По сути, это та самая бабочка, к которой мы все с вами привыкли по многим другим станкам и от немцев, и от китайцев. Вейши тот же самый, вы вспомните. Только вот в таком вот великолепном исполнении, не побоюсь этого слова. Ну, прям блестючее, все красивое. Я без обзора, без вас крутил этот станок, пытался понять, до чего можно докопаться, не понял. Не понял, плюнул, думаю, ладно, сейчас пойдем бриться, может быть там что-то выскочит. Так, здесь не выходит, а как мне тебя открывать? О, вот так вот все получилось. Ладно, хорошо. Невзрачная. Сразу видно, что это не то, куда компания вкладывала деньги. Полиграфия. Все скромно, лаконично, без всяких украшательств. Bali Platinum. Ну, закрутилось нормально.
Прям чувствую, что нет такого, что прям вот там тянул, чтобы перетянуть. Нормально. По вылету ну, насколько я вижу, равномерно. А вот та самая знаменитая гребенка, про которую Бали говорит, что это их какое-то ноу-хау. Ну, действительно, какой-то необычный вид, но насколько это эффективно в работе, мы с вами узнаем. Подставочка удобная. Вот с ней сегодня мы и будем работать. Наш праздник продолжит подарочный набор от компании ProRazo, который нам любезно предоставила опасная бритва РФ. На распаковке, вероятно, многие из вас уже видели этот набор, но тем не менее мы сейчас с вами его еще раз посмотрим. С обратной стороны внутреннее содержание, все, что там есть, все это переписано, расписано и разукрашено. То есть вот прям действительно подарочный, прям так красиво сделано. Только девчонкам своим это не показывайте, а то они наверняка там будут или какие-нибудь клубочки, или чай, или травку какую-нибудь, ну что-нибудь найдут, что хранить. Подрежут стопудово, моя уже зарится. После открывания в коробке видно, что тоже тут продумали, и все так аккуратненько, хорошо сделано. Набор состоит из 3 предметов: пришейв, автошейв и крем для бритья. Конечно же, мы сегодня с вами все попробуем. Я уже все открывал, все нюхал, щупал, мнение, представление о запаховой части уже составил. Ну, теперь давайте вместе откроем. Это мне знакомо по предыдущим сериям, тут ничего не изменилось. Да. Умеют, блин, возбудить наши такие хотелки, чтобы мы все побросали нафиг и бежали, что-то у них покупали. Лосьон после бритья. Упакован точно так же, как и все лосьоны компании. Пахнет несколько отлично от пришейва. Потом поподробнее его рассмотрим. И крайний герой нашего сегодняшнего обзора — это крем для бритья. Вот сегодня с ним-то мы с вами и помашем по мазочкам. Красиво. Мне иногда кажется, что все-таки компания ProRazo молодцы, что затеяли ребрендинг. То есть вот полностью перекрасили всю свою палитру. Стало несколько... И раньше-то было неплохо. А сейчас вообще как-то так несколько, так знаете, чуть-чуть торжественно даже стало. Молодцы. Ну все, пошли бриться. Сосед несколько выбил из колеи вот этим своим молотком. Не взвешивал станок. 71 грамм, ребят. Потом взвешивал 71 грамм, достаточно нормально. Но с этим драться не пойду. Нет, хороший чувак. Тоже молодой, но грамотный. Ну и ремонт, сами понимаете, дело святое. Еще не совсем придумал, как мы будем с вами совмещать пришейв и крем. По-хорошему-то, но если крем, так его можно сразу на лицо. В чаш-то зачем? С другой стороны, чем себя и вас занять, пока пришейв будет работать, тоже не совсем понятно. Попробовать погонять его в чаше. Ну да, не посмотрим, что там будет. Пахнет, ребята, великолепно. Это тот старый добрый пришейв, к которому я уже привык и который я уже знаю достаточно давно. И мне нравится им пользоваться. Нравится. Сейчас, секундочку. Вот моя первая любовь. Как я к нему присох, так он до сих пор у меня, так знаете, так вот туда вот упал и не уходит никуда. Как я с ним изгалялся. Блин, я вот, знаете, я бритья ждал только из-за того, чтобы вот поработать вот этим пришейвом. Не научно. Ну, песня, конечно, что. Не научно, не практически не доказано, что пришейв, вот я про себя говорю, не вообще, а про себя, что пришейв каким-то макаром что-то там помогает легче и лучше бриться. Но я сам для себя точно знаю, что каждый раз, когда я использую пришейв, у меня все лучше получается, у меня все глаже, вот так вот просто отлетает, и плюс ко всему еще и настроение поднимается. Оно у меня уже тогда начинает подниматься, когда я беру пришейв и наношу его на лицо. Вот так вот он работает.
И знаете, для меня это вполне себе достаточное основание. Если он такие вещи вот позволяет мне чувствовать, то почему бы и нет? Значит, может быть, пускай будет, пускай будет. Так, но все-таки мне удалось вам маленечко зубы заговорить, поэтому будем сразу на лицо. Попробую сразу на лицо. Недолго думал, какой помазок взять. Раз уж сегодня такая праздничная атмосфера и праздничные всякие такие вот наборы, то пускай и помазок будет праздничный. На сегодняшний день моя самая любимая и самая лучшая для меня фибра от мужского материка. Тем более фибра, что я там мокнуть-то, взял, дунул, сунул и вперед. Вот. Все, что надо, она уже схомячила. Так, сейчас нам твоя вода не нужна. Давайте вот так вот, сколько тут, ну, 1,5 сантиметра. Так, а чё, а как? Хотя бы намочить. Блин, как же это хорошо. Ну да, мы с вами оказались правы. Зачем чаша? Вот, пожалуйста. Так, водички добавим. Что-то разошелся прям. Даже, наверное, густовато маленько. Ну, посмотрим, если что, потом воды чуть-чуть добавим. Ребят, я не знаю, как он сейчас будет брить, но вот при том качестве изготовления, которое я увидел, он мне уже нравится. Он мне еще больше понравился, когда я увидел в коробке подставочку и лезвие. Да, собственно, что я обманываю-то? Он мне начал нравиться уже, как я только коробку увидел. Потому что это не какое-то там, знаете, говнецо. Нате вам за 20 баксов. Нет. Это за 20 баксов вот такое сразу, знаете, как-то вот, ну, не ожидаешь, что станок стоимостью $22 будет иметь вот такую подачу. Как-то вот, знаете, неожиданно, что в 22 бакса будет входить и станок, и лезвие, собственно, и подставка-то сама. Я вам скажу больше, сейчас там скидка. Там он стоит, по-моему, то ли 18, то ли 16, то ли 12 баксов, что-то там такое. На ссылку в описании под видео оставлю, сходите, посмотрите. Вообще офигел, вообще. Ну, если он сейчас еще брить будет, да ему цены не будет. Сейчас посмотрим. Ну, покажи, что могешь. Парень, не знаю, что потом будет. Пока я его по агрессивности поставил бы, наверное, между Волгой и Вейши. Он всяко разно агрессивный Вейши. Сколько человеку нужно времени, чтобы определить балансировку станка? Если он сидит как влитой, если он не прыгает, не раскачивается туда-сюда, если вы своей кистью управляетесь станком и кисть этого даже не замечает, значит балансировка правильная. Так вот и на этом станке. Да? Тынь-тынь-тынь. Стоять, Маруська. Как раз то место, где я держу рукой. Вообще отлично.
Это мы оба вернулись с работы, я и сосед. И каждый занялся своим делом. Я обзоры писать, а он ванну подо мной ремонтировать. Так что вот сейчас мы оба при деле. Не, я бы отодвигать не стал. У меня что-то вроде и так нормально получается. Ну хотя идею я понял. Там из пацанов кто-то советовал там что-то двигать, отодвигать, там что-то там как-то делать. Да, может сработать, но надо попробовать. У меня прикуси свою губу работает вполне себе нормально, поэтому я даже не лезу туда. Итак, последний заключительный. Ребят, молчу, коплю впечатление. Сейчас отдаду. Ну ты вставай уже. Ну, сейчас там поснимать, что маленечко осталось, лекальные операции, наверное, что уже по мазкам. Просто посмотрим, что от того сантиметра крема, который мы с вами выложили первоначально, осталось. Но осталось, в принципе, нормально осталось. Тут можно было бы еще пару раз побриться. Ну смотрите, фактура пены, свойства, скольжение, вот оно все, вот долгожительство пены в конце концов.
Все, ребят, станок мягкий, лучше он уже ничего не делает. Дратует автошейф. Парни, вы извините, я тут маленечко как на этом, как на чемоданах, на вулканах сижу. Мама не очень хорошо себя чувствует и в любой момент может меня подорвать. А чтобы лучше себя чувствовал, сосед еще помогает. Ну вот как-то так, чуть-чуть нервозная обстановка. Но, тем не менее, нам удалось побриться, и все хорошо, и все здорово. Итак, про раза. Какой-то необычный запах. Я не пойму, из чего он сделан. Специально не смотрел описание на сайте, чтобы не забивать себе голову штампами. Полуалкогольный. Не, ну то есть как, алкоголь-то есть, но не нашинский, не такой, как, знаете, рашпилем, тебе как дали, шары повыскакивали, нет. После того, как на руки нанесли, сразу нюхать, знаете, алкогольный такой, не сивушный, а алкогольный удар. Ну такого обзора у нас еще не было, чтобы дрель на заднем плане. Ой, что-то я, видать, сегодня нагрешил, или вчера. Хотя, с другой стороны, что, надо же мужику все равно когда-то делать. Ребята, по ощущениям он приятен. Я эту пленку чувствую, но она не липкая. И я чувствую, как она прям на ходу полуисчезает, исчезает, исчезает, исчезает. Что будет на лице через 5 минут, это мы с вами узнаем. А пока хочу сказать, что запах какой-то, вот пряность есть определенная в нем. Но там еще, вот у меня почему-то образ графини перед глазами. То есть какая-то сеньорита, там какая-то там Дольче, там вот черное платье, вот это вот 17-18 век, она с веером там стоит, там ты, что-то вот такое. А кабалера там вокруг нее, там петухами скачут, хвосты распушили. Вот что-то вот такое, что-то прям такое, такое прям, хотя вроде итальянцы, чтобы они под испанцев косили, хотя петухов и в Италии хватало. Ну, в смысле кабальера, или как их там, сеньоров называли. Те-то тоже были такие, задиры еще те, там своими зубочистками помахать хлебом не корми. Интересный, сдержанный, слегка такой, вот теперь липнуть начинает. Интересно, пройдет липкость или нет. Поначалу этого не было. Посмотрим, посмотрим. Запах интересный, но не мой. Он не будет отталкивать, он будет работать, скорее всего, на любителя. То есть тот человек, кому этот запах придется по душе, вообще снесет. И тут ни миндаля, ничего такого я не чувствую совершенно. Может, нюх отшибло или еще что-то. Ну, запах, несомненно, такой интересно благородный. Но вот чтобы вот знаете, как вот мой старый добрый прораза, вот этот вот, который был пришейф. Но тут явно другой запах, совсем другой. Ну, по крайней мере, я его так воспринимаю. Хотя моему уже под 40 лет. Да, другой запах. Может быть, там уже как-то он такой настоялся, поинтереснее стал. Интересная штука. В моей системе я бы, наверное, просто поставил бы 4. За что? Ну, нет ничего такого, чтобы он меня, знаете, как-то торкнул, так и просто покорил, сбил с ног и унес бы, захватил, вот так закрутил, завертел, заставил бы забыть все. Нет, полно таких автошивов. Не полно, но я их могу назвать. Есть Флойд тот же самый. Но вот этот, ну, спокойный, уверенный. Хотя кто сказал, что каждому это нужно? Вполне себе навалом людей, которые вот то, что я говорю, они им нафиг не нужны. Им как раз вот такие вот спокойные, уверенные в себе и нужны. Поэтому нужно пробовать, ребята, нужно пробовать. Пришейф. За пришейф, ребят, я давным-давно уже составил свое мнение. И за это время, вот что я первый раз познакомился с этим пришейфом, он не изменился в качестве. Он остался все таким же. Приятным, добродушным, старым другом, к которому ты пришел, а он тут же раз холодильник открывает, на стол запотевшую такой бумс, бутылочку пивка
и в жаркий день бутылочку пивка-то, ну кто не обрадуется? Ну вот ты тут радуешься, потому что пришел, вот. И мое отношение к нему тоже не изменилось. Зачетная, классная, обалденная вещь. Мне нечего будет сказать тем людям, которые скажут, что да он точно так же кремом или мылом взял, намазал. Да, можно и хозяйственным побриться. Но можно и так. Так что хорошая штука, хорошая. За крем, ребят, он меня, честно сказать, вообще с панталыку сбил. С 1 сантиметра полностью побриться, да еще чтобы осталось на пару бритья. Ну, в смысле, на пару проходов. Но это как-то молодцы. По запаху он вот практически все то же самое, что пришеев, но здесь, знаете, какая-то барбаршаповская ноточка добавлена. И вот она-то меня и цепляет. Хорошая такая штука. По скольжению я бы этому крему дал 5. По тому, как он защищает лицо от лезвия, в то же самое время подставляя волосы под срез, пожалуй, что тоже 5. По ощущениям после бритья, да вполне себе он нормальный, надежный. Даже после того, как я его снимал, там еще оставалось чутка крема, чтобы можно было взять так чуть-чуть дошкрябаться без особого увечья для себя. То есть вы бы этого вообще даже не заметили. Ну а долгожительство вы сами видели. Он через всю нашу эпопею прошел и не чирикнул, то есть у него с этим все в порядке, все хорошо. Опять же, размер такой брутальный. Ну, сами посудите, то есть как бы хватит-то прилично. То есть условно сколько там этих сантиметров? Ну, достаточно много. Ну, с другой стороны, кабина не у всех такая, как у меня. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Так что вполне себе резонная, хорошая штука. Лично от меня ему пятак. И, пожалуй, бы еще добавил бы от себя балл за долгожительство и, скажем так, благорасположение к клиенту. Что-то он мне какой-то такой показался, знаете, прям такой. Пойдем побреемся. Что-то, знаете, вот такое вот что-то есть. Я не могу это ни в запахе, ни в словах, ни на пальцах объяснить. Но вот что-то вот было такое. Что-то вот, знаете, какая-то искра когда-то проскочила. Как в свое время вот с пришеевым, вот тут здесь вот такая же фигня тоже. Так что, ну, искру к пришееву к делу не пришьешь. Поэтому просто 6 вот ему и оставим. За автошейф, ребят, я вам уже сказал, 4, к сожалению, не мое. Давайте, наверное, к балишной теме переходить. Станок, как начал покорять с самого начала, так и продолжил. С одной стороны, ты за 20 баксов, за 22 доллара вроде как один станок хотел взять, а вместе со станком к тебе приходит подставка, лезвие и шикарная коробка. Ладно, бог с ним, так еще оказывается там сейчас скидка 23%. И тот же самый станок можно сейчас купить то ли за 16, то ли за 14, то ли... Ну, вот сейчас наверняка уже горит за какую сумму. То есть, ну... Да какие нахрен вещи, вы чё? Я вполне себе понимаю, что виши не первый день на рынке, и они уже начали бог знает когда. Ну так и где виши, и где вали? Вы сами посмотрите, вот эта вот пластиковая коробочка, ну виши. Вот, кстати, еще одно отличие вейши от этого станка. Помню свою эпопею, когда вот только-только приходил во влажное бритье, и точно так же, как многие из вас, бегал по всем форумам и собирал, задавал вопросы, информацию. Ребята, какой станок первый взять, арам-дарам. И я прекрасно помню те сомнения, которые гложили меня, те же самые сомнения гложат и вас. Потому что, с одной стороны, хочется хорошо побриться, а для этого нужен агрессивный станок. А с другой стороны, я же только захожу, я же боюсь, а там где-то что-то порежусь, а вдруг у меня не получится, а вдруг у меня это, а вдруг у меня то. Значит, мне нужен мягкий станок. А где золотая середина? Ну, вон все говорят R89, так оказывается еще и этот 34 HD есть, а он еще есть этот, а он сказки про 41. Нет, ты что 41? Не. Слушай, смотри, сколько народу вейши хвалит. Ну-ка, пойду посмотрю. Блин, да вон копейки, а что мне его не взять? И все. Курочка попала, зернышко упало и все пропало. Вы взяли вейши, только бриться вы им долго не будете, потому что он шибко мягкий. И вы его перерастете в месяц. В месяц ваша техника, ваше мастерство возрастут настолько, что он перестанет вас устраивать. И вы все равно будете зыркать по сторонам и искать, где бы, что бы, как бы, а вот что бы мне. Я практически не знаю людей, которые на вейши остались бы на всю жизнь.
да которые хотя бы год новейшие просидели, полгода. Я таких людей не знаю. Парни, если среди вас есть кто-то такие, пожалуйста, в комментариях отпишите, хоть буду теперь знать. А так-то до сих пор не знаю никого. А вот с этого, ребята, за месяц вы не спрыгните. Он поагрессивней. Поагрессивней. И так как он меня сегодня... О, липкость-то уже наполовину пропала. И так как он меня сегодня побрил со своими родными лезвиями, вейши бы соплей понаставлял, я бы ничего с этим не мог сделать, потому что он вейши, он мягкий. Да, он вас не поранит, но для того, чтобы вам до дельфинчика такого уверенного выбиться, вам нужно будет себя поелозить по ой-буей. А средней агрессивности и агрессивные станки, там не надо столько проходов. Поэтому, ребята, вот это вот, по совокупности всего того, что я знаю об этом станке, то есть, ну, давайте перечислим. Первое, самое несомненное, это, конечно же, качество. Качество изготовления всего того, что я сегодня видел сам на крупном плане, показал вам, не позволяет усомниться в том, что он сделан качественно, что хромовое покрытие у него на уровне. Я бы не сказал, что оно чем-то хуже европейского. Вероятно, если бы я был специалистом по гальванике, то очень даже может быть, что я там где-то что-то как-то и увидел. Но вот это где-то что-то как-то я только увидел вот на этой грошовой китайской подставке. Вот здесь колечко свернуто и какой-то миллиметр они не довернули. Так извините, это подставка. Во-вторых, ну, я и не бреюсь, я в общем бреюсь. Здесь же по качеству не придраться. После того, как я вот закрутил, после того, как я бреюсь, у меня нет каких-то даже элементарных потугов на то, что вот это взяло и раскрутилось. И все, у меня лезвие вот так вот хлябаться будет. Посадка лезвия сама, я специально сделал крупный план, чтобы вы могли разглядеть посадка-то. Правильная посадка. Я от всей души хотел докопаться до этого станка, потому что уж больно дешев и больно сладко его подают. Но увы, ах, ребят, я пока не знаю, до чего докопаться. Последняя надежда, последний оплот был, это то, что сейчас пойдем бриться, и он будет такой же мягкий, как и вейши. Ну, это был бы не приговор, это было бы не так смертельно. Но все-таки, знаете, я бы чуть-чуть расстроился, потому что, ну, вейши уже есть, а еще один вейши, только в шикарном исполнении. Да нахрена Казибаян? Он-то оказался нифига не вейши. Он сам по себе, он сам со сам. Еще раз повторю, по агрессивности я бы его поставил, пожалуй, между Волгой и вейши. Даже, наверное, все-таки ближе к Волге, вот туда вот. Потому что уж от вейши-то он точно далеко уже ушел. Вейши там какой, 9306 или как их там называют. Молодцы, ребята, молодцы. Компании Бали хочу сказать спасибо, что напрямую, без всяких магазинов взяли и дали возможность вот показать парням эту штуку. Но от себя могу сказать точно, что если кто-то будет меня спрашивать, Вадим, скажи, что там за первый станок? О, бабочка от Бали. Я теперь знаю, что вот еще одна позиция добавилась наряду со всеми остальными. Вообще, интересная штука, не ожидал. Посмотрим, что еще тот, который вот с этой железякой, там, вот с этой ручкой покажет. Но вот этот приятно порадовал. Приятно порадовал. Оставлять его у себя, наверное, пожалуй, парни не буду. Точно так же пойдет на розыгрыш, как все остальные. Самое главное, я с ним познакомился. Познакомился, информацию получил. Видео, как запротоколированное познание останется. И у себя его держать не стану, потому что я-то этот уровень уже давно перерос. Мне бы это как-то уже... Так что вот, ребята, все уйдет вам. За этого что говорить? За этого все, что мог, уже сказал. Теперь он сам за себя говорит. Зачетная, классная, интересная штука. Поработал, иди отдыхай. Ну а вам, парни, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья, пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и пока-пока. До новых встреч.